Всем привет! Сегодня у нас обзор на оборудование от компании SIY, и это RTK-система на базе чипсета F9P. Недавно я выпустил ролик введения в RTK-системы, и если вы его еще не смотрели, я настоятельно рекомендую его посмотреть. Так вам будет намного понятнее смотреть этот обзор, потому что я в этом обзоре буду рассказывать об этой RTK-системе, подразумевая то, что вы уже прошлый ролик посмотрели. Итак, давайте начнем, наверное, с базовой станции. Вот такая вот коробка встречает, она довольно крупная, и крупная она за счет наземной антенны. Открывается она вот таким образом, и внутри нас встречает вот такая вот комплектация. В первую очередь, конечно же, это двухчастотная, двухдиапазонная антенна. Это антенна от компании Baytian BT800D, наземная антенна. Здесь у нас есть резьба под специализированный штатив, а также коннектор для UNC, по-моему, коннектор для подключения кабелем к модулю. Далее в комплекте есть сам модуль F9P RTK от компании SIY. Вот на ней все написано. Сейчас мы чуть позже его рассмотрим. А также комплект кабелей. Причем здесь всего лишь два кабеля. Это кабель Type-C для подключения его к наземной станции, к компьютеру. И вот такой вот коаксиальный кабель для соединения антенны с модулем F9P. Итак, давайте рассмотрим поближе. Вот такая вот у нас наземная антенна. Ее необходимо будет установить на штатив обязательно для наземной станции. В общем-то, о ней сказать ничего особо не могу. Просто то, что эта модель двухдиапазонная. Предназначенная для работы в диапазонах L1 и L2 GPS. То есть, если мы говорим о GPS. Диапазон L5 она не поддерживает. Есть похожая модель с диапазоном L5, но ее нет смысла ставить на модуль F9P, потому что сам модуль F9P не поддерживает диапазон L5. Ну а теперь давайте посмотрим повнимательнее на сам модуль. Вообще он содержит в себе просто сам чипсет F9P от компании u-blox. И в общем-то такие вот модули выпускает множество различных компаний, в том числе и Huawei, Holybro, и вот SIY тоже выпустила такой модуль. И так как чипсет используется абсолютно одинаковый, то и набор интерфейсов тоже одинаковый. У нас здесь есть на одной из граней порт Extend. Здесь у нас выводится сигнал PPS для синхронизации. Это больше для таких профессиональных геодезистов, наверное, будет полезно. Также здесь есть порт UART 2. Его можно использовать как для соединения между двумя модулями, так и для соединения с радиомодемом. А на нижней грани у нас здесь есть порт Type-C, индикатор питания, и порт UART1. Этот порт следует использовать для подключения к полетному контроллеру, так как здесь стандартные TX и RX, а также I2C, потому что этот модуль оснащен еще и магнитометром. На другой стороне у нас, кроме логотипа производителя, ничего нет, и на верхней стороне у нас MMCX разъем для антенны. Сам модуль очень компактный, его габариты 47,5 мм на 33 мм. При толщине всего лишь в 12,7 мм, почти 13 мм. Теперь давайте его взвесим. Весит он всего лишь 30 грамм. Компактный, легкий модуль, который можно установить практически на любой беспилотник, разве что кроме ВУПа. И раз уж я уже заговорил об установке его на дрон, давайте теперь рассмотрим мобильную станцию. Коробочка от мобильной станции покомпактнее. Вот что нас встречает внутри. Похожий набор, но другая антенна. Обусловлено это тем, что это мобильная станция. Вот такая вот антенна тоже от компании Baytian BT560. Она также двухдиапазонная L1 и L2. Далее есть вот такой вот классный, хороший холдер-держатель для этой антенны. То есть здесь SMA разъем обычный. Накручиваем антенну, а этой частью прикручиваем к раме. Почему такой большой вынос? Вообще это сделано с целью использования функции виртуального компаса. Я позже в обзоре расскажу, что это за функция и как ее использовать. Если вы хотите поставить одиночный модуль на свой дрон, в общем-то можно не использовать такой большой вынос антенны.
можно просто, ну, как обычно, ее повыше расположить. Эта антенна всенаправленная, она, в общем-то, будет очень хорошо ловить спутники из любого положения. Далее у нас второй модуль F9P RTK. Он абсолютно идентичен, поэтому без разницы, выступает ли он у вас в роли мобильной станции или в виде базовой станции, ну то есть база и ровер. Здесь у нас работает прошивка самого чипсета U-блоксовского, и в общем-то программное обеспечение, к которому подключен данный модуль, оно уже само либо работает с ним как с обычным GNSS приемником, как с обычным GPS, либо использует его как базовую станцию, отправляя соответствующие команды там для обследования местоположения, к примеру. Так, ну и разберемся с проводами. У нас здесь есть порт UART 2, для порта UART 2. Это для того, чтобы вы могли подключить его к какому-то радиомодему. И есть два похожих провода с одинаковыми коннекторами вот здесь. Это компас и GPS TXRX, то есть это для UART 1 предназначено у нас. Вот, но они отличаются на конце коннекторами. Здесь мы можем подключить его либо в обычный порт TLM2, TLM4, то есть порт, совмещенный с шиной I2C, UART, порт, совмещенный с шиной I2C, либо мы можем подключить его в 10-пиновый порт GPS, ну такой же, какой вот, например, использует вот такой вот GPS от SIY. Вы можете просто убрать этот GPS штатный с автопилота и подключить вместо него вот этот модуль. И он будет даже просто без какой-либо второй станции дополнительной гораздо лучше позиционироваться, потому что этот приемник, соответственно, более широкими возможностями обладает, как вы уже поняли из предыдущего видео. Вот, в общем-то, и вся распаковка. Видите, эти модули абсолютно одинаковые, они полностью взаимозаменяемые. И, как мы поняли, комплектация у нас отличается просто разными типами антенн. Программное обеспечение чипсета U-Blocks здесь, в принципе, можно не обновлять, все у вас будет и так прекрасно работать. Поэтому приступим к установке и начнем тестировать эти модули в разных режимах. Протестируем его в режиме как обычного РТК, так в режиме виртуального компаса с двумя такими модулями на борту. Итак, переходим к тестированию системы РТК. И сейчас я расскажу немножечко об оборудовании, как все подключено. У нас, значит, в этой системе будет 3 узла. Первый узел — это наземная РТК-станция, которая будет принимать и передавать поправки. Она состоит у нас из антенны, вот этой наземной большой. Далее стоит модуль F9P RTK, такой же, как, собственно, и на дроне. И он по USB подключен к планшету на операционной системе Windows, на которой стоит самый обычный Mission Planner. Можно вместо него также использовать любой ноутбук. Смысл в том, что он будет у нас подключен ко второму узлу. В данном случае у нас будет сегодня выступать МК-15. Будет подключен по Wi-Fi сети через точку доступа. То есть здесь мы запустим точку доступа, и он подключится и сможет взаимодействовать через этот пульт с третьим узлом, с самим дроном, на который установлен второй модуль RTK F9P. Он использует пока одну антенну, вторая для второго модуля, он пока не установлен, мы установим чуть позже его. И вот таким образом через пульт МК-15 будет осуществляться связь планшетного компьютера с дроном и передачи поправки от наземной станции. То есть, получается, эта станция, она у нас, можно сказать, автономна. Нам не требуется какими-то проводами связывать ее с пультом. В радиусе действия Wi-Fi точки доступа вот этого пульта, а это порядка там 10 метров как минимум точно, мы можем это все использовать. Можно его поставить в сторонке, все там запустить и, соответственно, с пульта уже управлять дроном в режиме РТК. Ну а теперь давайте установим ее в какое-нибудь более подходящее место, чтобы лучше был сигнал, и запустим ее в режим обнаружения местоположения. Так, я спрятался в теньке, поставил станцию вот сюда. Она тут, в принципе, под открытым небом. Вот таким образом у меня установлен планшет. И, в общем-то, уже запущено приложение SIY FPV. То есть, одновременно мы можем подключаться к приложению SIY FPV, да, видеть телеметрию в целом. И одновременно включиться к дрону и видеть все его параметры. Сам дрон у нас находится на тестовом поле, уже вовсю ловит спутники. Наверное, перешел в режим DGPS. Да, вот здесь вот виден режим 3D GPS, DGPS.
Так, ну и множество вопросов часто я встречаю в чате в Телеграме и даже в комментариях под роликами, как вообще подключаться вот таким образом через точку доступа к автопилоту. Вот смотрите, вы выбираете, во-первых, обязательно тип подключения UDP-CI, списки. Вот этот пункт UDP-CI. Скорость вы должны выставить такую же, как и в SIY TX у нас настройки DataLink. То есть вы открываете SIY TX, настройки DataLink и видите, какая у вас здесь скорость. 57600. Все, значит, такую же вы выбираете в Mission Planner. И далее нажимаете кнопку Connect. Он у вас запросит IP-адрес, к которому вы хотите по UDP-CI подключиться. И здесь вы вводите IP-адрес MK32 или MK15, то есть IP-адрес наземного модуля, также HM30. Через HM30 также можно подключиться. Далее вы вводите номер порта, это стандартный порт ArduPilot Mission Planner 19856 и нажимаете ОК. Все, после этого он там несколько секунд может ждать. Да, и вот пошла, собственно говоря, загрузка. Она, конечно, идет помедленнее, чем если вы подключаетесь по USB, да, но зато она хотя бы идет. Далее, для того, чтобы начать передавать поправки RTK, вам нужно перейти на вкладку Setup и вот здесь вот выбрать COM-порт вашего GPS. У меня получился COM-порт 3. Скорость, в общем-то, можно поставить любую выше там 115-200, ну, либо 115-200, либо 230-400, без разницы. У меня вот пусть будет 230-400, потому что модуль автоматически подстраивается. Нажимаем Connect. И здесь у нас видны уже спутники. Смотрите, у меня он уже свою точку определил. Сейчас я покажу, как определить ее самостоятельно. Смотрите, вам нужно, во-первых, параметр точности. То есть вот здесь стоит по умолчанию 2 метра. В принципе, этого достаточно. Вообще рекомендуется меньше 5, в идеале 2. То есть мы оставляем здесь 2 метра точности. И время, это минимальное время, в течение которых он должен выполнить измерение. То есть не менее 60 секунд. Это, в общем-то, достаточно этого. И нажимаем кнопку Restart. И он начинает заново собирать информацию о своем местоположении. Вы можете видеть прогресс вот в этом окне. Видите, здесь написано количество измерений и количество секунд. Вот это 12 секунд, 13 измерений уже произошло. И самое главное, это нижняя строчка, это точность, текущая точность базовой станции. В данный момент она вот 4,5 метра. Мы там поставили 2 метра. Поэтому вот нужно ждать до тех пор, пока здесь число не станет менее 2. Как видим, в области RTCM у нас видны основные системы навигационные GPS, GLONASS, Beidou, Galileo. То есть у нас 3D Fix станция поймала, но как базовая станция она еще не зафиксировалась, горит красным. Вот как только будет менее 2 метров точность, тогда она загорится зеленым. Вот смотрите, уже 3 метра, прошло 1,5 минуты. Ждем еще. Итак, прошло необходимое количество времени, мы достигли требуемой точности 1,99, чуть меньше 2 метров. И, в общем-то, теперь мы можем перейти на вкладку Data, вот здесь, и увидеть заветные слова RTK Fixit. Первый GPS, RTK Fixit, потому что на него передаются поправки, и он их применяет. GPS 2 у нас так и остался в 3D DGPS, потому что он эти поправки не может обработать. Что ж, вот теперь у нас дрон в RTK режиме, можно попробовать взлететь, посмотреть, как он будет позиционироваться, насколько улучшится точность. Итак, я решил все-таки запустить QGC, чтобы вам вот здесь вот показать, что у нас есть 3D RTK фиксация. Здесь это прям отчетливо видно. А также видно здесь вот на карте точку базы. Она получилась чуть-чуть за забором, хотя по факту она здесь. Ну, видимо, сама карта немного сдвинута. Главное, что относительные координаты друг друга, они все совпадают. Дрон у нас находится чуть-чуть впереди. Итак, идем взлетать. После того, как модуль F9P начинает принимать поправки, вот здесь вот загорается значок RTK. Это значит, что сейчас модуль выдает сверхточные данные с сантиметровой точностью, данные местоположения. Итак, сейчас попробуем взлететь в режиме RTK Fixit. Я сейчас снимаю с руки, штатив занят. Ну, попробую вам показать. Посмотрим, как он будет сейчас позиционироваться. Итак, вот он взлетел.
И вот, в общем-то, вот так он висит. Вот он пульт и дрон. Чуть-чуть, может быть, он гуляет по высоте, но по позиции буквально там, может быть, сантиметр разгул влево-вправо. А в остальном висит точно как Mavic с оптической навигацией. Сейчас попробую его подвигать. Бросил стик. И вот он фиксируется в новой точке. Конечно, точность зависания стала прям получше, мне кажется. Я никаких настроек не вносил касаемо зависания, но сейчас он висит гораздо лучше. Прям намертво в одной точке, как прибитый. Сейчас опустим его немного и посмотрим, как он будет держать высоту. Вперед-назад полетаю. Сейчас я его посадил. Ну, как видите, мне просто неудобно одной рукой им управлять. Тем не менее, вот, я управлял либо одним пальцем, либо другим. Как видите, намного выше стала точность зависания. А сейчас попробуем немножечко другой тест. Посмотрим на точность возвращения дрона в режиме РТК. Сейчас дрон находится все так же в режиме РТК. Горит синим лампочка на F9P модуле. И я вот здесь вот для ориентации поставил два кирпичика вот таких. Сбоку на ширину кирпичика и сзади по центру. Ну, также на ширину кирпичика. Ну и сейчас просто взлечу, отлечу немножечко в сторонку и включу возврат домой. И мы посмотрим, куда он сядет. Итак, взлетаю, попробую сделать без склеек. Итак, сейчас я отлечу в сторонку немного. Так, чтобы вам было видно. Вот улетим куда-то сюда, поднимемся чуть повыше. Так. И сейчас я включу возврат домой. Включил возврат домой. Дрон пошел вверх на 10 метров. Сейчас он летит назад. Вам тут на фоне неба не видно, но он сейчас прям спозиционировался над точкой. И вот сейчас он уже идет на посадку. Я им не управляю. Смотрим, как точно он сядет. Так, пока неплохо. Подул небольшой ветерок, но вот, смотрите. Вот так вот сел дрон. Смещение, наверное, сантиметров 5, может быть. Нет, наверное, 10. Вот так он сел. А стоял он немножечко вот так. В общем-то, да, сантиметров 5. Вот такая вот точность позиционирования. Давайте проведем еще один тест. Еще раз. Запускаю дрон. Обратите внимание, как он стоял. Взлетаю. Так, сейчас отлечу в сторонку. Даже сильно улетел. Так, и теперь включаю возврат домой. Возможно, я его чуть развернул по яв, но посмотрим, как он взлетит. Ого, как высоко. Так. Спозиционировался над точкой. И сейчас начнет спуск. Спускается даже довольно быстро. Ага, замедлился. Смотрим. Пока что позиционирование отличное. Вот так. Ну, смотрите. Снова погрешность буквально 5 сантиметров, может быть, меньше. Здесь он прям сел вообще в идеал. Вот так его чуть развернуть на пару сантиметров. Ну, и здесь, в общем-то,
может быть, на пару сантиметров назад. В общем-то, я считаю, отличное позиционирование, отличный возврат в точку. С помощью этой системы вы можете теперь строить маршруты максимально точно и получать максимально точные траекторий. Итак, ну давайте сейчас еще один тест аэрофотосъемки проведем, и после обработки в программе фотограмметрии посмотрим, с какой точностью удастся нам сгенерировать ортофотоплан благодаря данным, поступающим с системы РТК. Итак, тест аэрофотосъемки. Я подключил камеру ZR-30 к дрону. И в ручном режиме я не стал составлять никакую миссию, просто вручную решил сделать, буквально там 20-30 фотографий. Пролетаю чуть-чуть, останавливаюсь, делаю фото и дальше по новой стараюсь, чтобы, как обычно, перекрытие было не менее 70%. Дрон все это время находился в режиме РТК. После того, как я завершил съемку, все эти снимки я открываю в программе фотограмметрии, и там важный нюанс, устанавливаю точность 0,1 метра, то есть 10 сантиметров. Таким образом, программа будет более точно их выстраивать. Ну и далее стандартная процедура выравнивания снимков, тут ничего особенного. После выравнивания строим облако точек, обязательно с агрессивной фильтрацией карт глубины, так как мы строим ортофотоплан. Ну и после построения облака точек, получилось оно вполне неплохим, я тут же начал генерировать цифровую модель местности и после нее сам ортофотоплан. И, кстати, у меня остались данные с моего прошлого теста. Я фотографировал тоже на камеру ZR-30, но с обычным GPS-модулем зимой. Делал тестовые снимки для обзора, если помните. И я решил просто сравнить данные, полученные с первого ортофотоплана и со второго. И самым простым способом сравнения точности это вот замерить бордюр, длину бордюра. Она ровно 1 метр. И на новом ортофотоплане мне действительно получился ровно 1 метр. Там может быть 98,5, 99,5. Там погрешность где-то там 1-1,5 сантиметра. И в принципе ее тоже можно нивелировать, если мы расставим опорные точки. То есть перед съемкой мы снимем отдельно наземкой опорные точки и их в программу, соответственно, также загрузим. Эта программа позволяет это сделать. Но в любом случае, переключаясь на ортофотоплан зимний, скажем так, там прям очень большая разница. Бордюры показываются порядка 80-85 сантиметров. Погрешность там 10-15%, очень большая. И если мы зайдем в данные ошибок, посмотрим после выравнивания, какую ошибку у нас снимки набрали, то, конечно, на ортофотоплане с РТК мы видим на порядок меньшую ошибку. То есть она там, как правило, меньше метра, а обычно там 20-30 сантиметров, а общая ошибка там в 2 раза с лишним меньше, чем на ортофотоплане с обычным GPS-модулем. Таким образом, можно констатировать, что, в общем-то, РТК действительно здесь работает, и это просто самый простейший тест, без какой-либо подготовки. Опять же, учитывайте, что камера ZR-30, она вообще в целом не предназначена для картосъемки, но, тем не менее, мы получили, в принципе, отличный результат, который даже можно в каких-то там профессиональных задачах геодезических использовать. Конечно же, используя данную систему РТК и применяя камеру с глобальным затвором, специальную картографическую именно, ваш конечный результат будет соответствовать геодезической точности и, в принципе, можно применять в профессиональных задачах. Вот такой вот небольшой тест аэрофотосъемки. Ну а теперь переходим к виртуальному компасу. Так, теперь переходим к не менее интересному тесту — виртуальный компас. Для этого необходимо установить второй модуль F9P на дрон и подключить его к автопилоту. Вообще вариантов подключения здесь есть 2. Первый вариант — это когда мы оба модуля подключаем по UART-порту к автопилоту, то есть требуется 2 UART-порта, и я, соответственно, этот модуль подключил в основной GPS-порт, а этот модуль подключил в UART6, в один из свободных UART-портов. Далее вам необходимо на этих UART-портах поставить тип 5 GPS, а также настроить дополнительные параметры.
Я сейчас их буду показывать на экране. В первую очередь необходимо включить для EKF3 параметр расчета курса в режиме GPS с резервированием по компасу. Это означает, что если у вас возникнут в полете какие-то проблемы с этими модулями, пропадет сигнал или они выйдут из режима фиксации РТК, в этом случае дрон просто продолжит корректировать и получать информацию по курсу от компаса. Следующий момент. Необходимо задать типы GPS. У нас в данном режиме эти модули будут использоваться как подвижная базовая линия. Что значит базовая линия? Я уже рассказывал в предыдущем ролике про РТК. Базовая линия — это расстояние между ровером и базой. Ну, то есть в данном случае базовой станцией, да, и ровером, в качестве которого выступает у нас гексакоптер. И вот подвижная базовая линия обозначает просто, что это базовая линия, вот она в данном случае, да, она находится у нас прямо на дроне, поэтому она, соответственно, и подвижная. То есть у нас база также подвижна, как и ровер. Поэтому у нас один из приемников будет выступать в качестве базы, вы задаете здесь параметр 17, а другой будет выступать в качестве ровера, вы задаете параметр 18. Эти параметры в Ардупилоте созданы специально для модулей F9P. Если вы будете использовать модули на базе других чипсетов, там будут у вас совершенно другие значения. Ну и что касается самой подвижной базовой линии, расстояние между фазовыми центрами антенн должно быть больше 30 сантиметров. В моем случае у меня расстояние между антеннами 35 сантиметров, чего должно быть достаточно. Ну и в общем-то еще один параметр, который лучше всего проверить, это режим использования двух GPS. У вас должно стоять параметр 1, да, выбрать лучший. В общем-то на этом и вся настройка в Ардупилоте, да, больше ничего делать не нужно. Единственное, что я вам советую для максимальной точности позиционирования, это задать офсеты, то есть смещение антенн относительно полетного контроллера, центра полетного контроллера. Я всегда задаю офсеты и для обычного GPS тоже, и, соответственно, для этих антенн тоже я задал параметрами, которые у вас на экране. Также есть еще один вариант подключения этих модулей. Можно подключить их напрямую, минуя автопилот. Этого можно достичь, используя второй UART-порт на этих модулей и просто перекрестно их соединить. TX на RX и RX на TX. А к автопилоту вы уже через первый UART-порт подключаете, в общем-то, любой из этих модулей. Обязательно задаете параметры в Ардупилоте, которые я сейчас покажу на экране. С помощью этой команды автопилот скажет подключенному модулю передавать поправки на другой модуль. Соответственно, подключенный к автопилоту модуль у вас будет базой, а тот, который связан по UART2, у вас будет ровером. Таким образом, можно избежать задействования второго UART-порта, потому что мне, например, вообще пришлось вот этот GPS, который по CAN-шине подключен, его пришлось просто вообще не задействовать, потому что Ардупилот не может использовать более двух GPS. Вот, поэтому он сейчас как GPS не используется. Здесь только компас и бородатчик, а в качестве GPS используются вот эти вот два модуля. Что ж, а теперь, когда у нас все готово, подаем питание и смотрим на результат. Итак, я подал питание, и два модуля уже заработали. Но смотрим на индикацию. Пока они оба показывают сигнал PPS раз в секунду, да, это синхронизация с временем. И сейчас что должно произойти? После того, как зафиксируется у нас база подвижная, вот она уже зафиксировалась, она начала передавать поправки на второй модуль, на ровер так называемый. То есть у нас тут получилась мини такая схема РТК. Но, наверное, у вас еще возник вопрос, а что будет, если мы дополнительно еще подключим сюда каким-то образом базовую станцию? И да, это можно сделать. Я сейчас подключил третий модуль F9P RTK. И сейчас мы просто в обычном же режиме дополнительно интегрируем его поправки уже в эту систему. Вот смотрите, я сейчас только-только начал подключаться, и видно, как сменилось прямо на ваших экранах у первого GPS, у базы, режим DGPS на RTK Fixit. То есть сейчас вот эта вот наземная базовая станция передает у нас поправки вот на этот модуль, на подвижную базу. А она уже в свою очередь, имея опять же сверхточное местоположение, передает еще более точные поправки уже вот на этот ровер. И по итогу у нас дрон прям в супер точной фиксации сейчас должен быть и обеспечивать предельно, просто максимально точную информацию о местоположении. Но на самом деле подключать внешнюю базовую станцию РТК в общем-то не нужно, чтобы обеспечить позиционирование этого модуля в режиме РТК. Достаточно будет просто подвижной базовой линии. Это я вам просто показал в рамках, так сказать, расширения кругозора. Поэтому дальше мы сейчас будем тестировать уже без нее.
Чтобы проверить, что мы все правильно настроили и автопилот действительно использует данный GPS для расчета курса, я сейчас отключил подвижный ровер, второй вот этот вот, и мы сейчас на экране состояния видим, что сработал pre-arm, и функция YAV по GPS недоступна, потому что у нас отсутствует второй GPS. Но тем не менее мы видим, что дрон определяет свой курс по компасу, потому что YAV он достаточно точно определяет. Я вот сейчас его немножечко вот так вот двину, и вот новый курс. Все как бы с компасом отлично, причем очень даже хорошо и четко. Вот после остановки он показывает курс и примерно с точностью до сотых точное положение показывает. Ну а сейчас запустим его уже в режиме виртуального компаса. Итак, сейчас я перезапустил дрон, и у нас оба GPS в РТК фиксит, ну потому что наземная станция еще работает. И вот у нас что мы видим с курсом. Вот сейчас прям видно, как курс определяется по GPS, потому что постоянно усредняются чуть-чуть данные, и курс, видите, растет, чуть-чуть корректируется. Ну, то есть я бы, наверное, сказал, что компас RM300 поточнее работает, чем GPS. Ну, конечно, это не в воздухе полностью открытое небо, и должно быть более четкий курс. Ну, вот примерно он где-то на 1/2 туда-сюда гуляет. Ну что же, теперь давайте взлетим и посмотрим, как будет работать дрон. Я сейчас заберу штатив с наземки и поставлю туда камеру. Итак, взлетаем в режиме лойтер с виртуальным компасом. Ну, на самом деле, я не ожидаю, что он как-то прям совсем по-другому полетит. Просто вот взлетел. Отлично взлетел, отлично позиционируется. Дрон четко поворачивается по YAV. Ну, собственно говоря, как и с компасом RM300, но теперь у него есть очень важное преимущество. Он абсолютно независим от электромагнитных помех и может теперь спокойно подлетать ко всяким линиям электропередач, например, если это какой-то инженерный дрон, для их осмотра, не боясь, что он случайно выйдет из этого режима, пойдет какая-то ошибка по компасу, да, и он не сможет дальше нормально продолжать полет. То есть для инженерного дрона это прям очень нужная функция. Для хоббийного дрона возможно и обойтись без нее и использовать просто вот с одним модулем F9P, потому что он все равно существенно улучшает точность позиционирования, а также существенно улучшает помехоустойчивость GPS-сигнала. Ну и как видите, я вот сейчас поближе подойду, даже в этом режиме без наземной РТК дрон отлично фиксируется в воздухе и просто висит как прибитый. С небольшой погрешностью, я им не управляю сейчас. Вот такая у него точность фиксации. Что ж, пока больше с данными модулями мне особо показать нечего, поэтому садимся и делаем небольшие выводы. Что ж, ну и в заключении ролика немножечко мое мнение об этих модулях. Конечно, это уже не совсем хоббийные устройства, это уже устройство больше для профессиональной работы, которое делает позиционирование на вашем дроне гораздо более точным, предельно точным, и позволяет ему уже решать более сложные задачи, чего невозможно достичь, используя обычные GPS-модули. Сами модули F9P от компании u-blox очень хороши и прекрасно интегрируются в программное обеспечение Ардупилота, отлично с ним работает. Кроме того, можно купить эти чипы отдельно, они продаются и стоят там гораздо дешевле, да, но опять же, если учитывать то, что это просто голая плата, к которой нужны какие-то там разъемы, антенна, которая тоже не 100 рублей стоит, плюс корпус, и тут уже, в общем-то, стоимость приближается к готовым комплектам от различных производителей, например, от QAV или Holybro или SIY. И причем SIY комплект вот этот, несмотря на то, что он один из самых недорогих, дешевых, в то же время он достаточно качественный, и тут, в принципе, накосячить-то и негде. Чипсет готовый, антенны тоже от производителя специализированного, кронштейн очень удобный, на толстой вот такой вот трубке, поэтому
никаких проблем при эксплуатации я не заметил. В общем-то, можно смело брать. Помимо классической функции со стационарной базовой станцией, вы можете также задействовать два модуля сразу на дроне и использовать подвижную базовую линию, подвижную базовую станцию, и тем самым использовать, в общем-то, дрон без компаса. Но хочу заметить, обязательно все равно резервный компас нужно иметь, потому что сигнал ГНСС со спутников часто бывает нестабильный, особенно сейчас, и в качестве резерва, конечно, компас необходим. Ну, а на большом профессиональном дроне, конечно, лучше иметь и то, и то. Вот такой вот обзор у меня получился. Надеюсь, он был интересный и полезный, и вы теперь гораздо больше знаете о системах РТК. Ну и также хочу обратить ваше внимание, что у компании SiWi недавно вышел новый РТК-модуль на базе уже другого чипа от компании Unicore. Он отличается тем, что это более интересный чип, поддерживающий все три диапазона ГНСС и имеет на входе сразу две антенны. Таким образом можно задействовать этот вот функционал, используя всего лишь один модуль. Ну и кроме того, там тоже классный компас RM3100. И я надеюсь, что скоро этот модуль также будет у меня на обзоре. Поэтому, если не хотите пропустить, подписывайтесь на канал. Ну а на этом у меня все. Всем спасибо за просмотр. Пока!